С вами доктор Кострик. Спасибо всем, кто нас смотрит. Работаем для вас. Знаете ли вы, как выглядит мир глазами алкоголика? Давайте поговорим об этом и что подталкивает человека к зависимости. Пресловутая бутылка и ее содержимое — частая тема шуток. Вид пьяного человека также часто вызывает улыбку, а поведение его — настроение, смех. Присутствие и употребление алкоголя настолько распространены, что мы особо не задаемся вопросом, почему люди тянутся к нему, а тем более, почему они ставят в зависимость от алкоголя всю свою жизнь, превращая ее в руины. Как выглядит мир глазами алкоголика? При зависимости все сводится к работе нашего мозга, который, говоря, очень просто стремится чувствовать удовольствие, а удовлетворение потребностей связано с вознаграждением. Более того, наградой является также перенесение боли и страданий. Алкоголь — это наркотик, который быстро, хотя и не без последствий, обеспечивает желаемое облегчение. Для зависимого мир без алкоголя кажется невыносимым и даже хуже, чем до употребления алкоголя. На такого человека влияет даже сам вид бутылки на столе или в рекламе, атмосфера в пабе, мысль о том, что через час-два он сможет выпить, не покидает его. Представляете? Более того, алкозависимые люди часто сами ищут повод, чтобы выпить, придумывая разные истории. Нужно успокоить нервы, типа обиделся и ушел, напиться и забыться и так далее. Но рано или поздно, не все, конечно же, но большинство алкозависимых людей хотят вернуться в нормальную жизнь без алкоголя. Многие даже и не считают себя алкозависимым человеком, мол, норму для себя знаю, но это далеко не так, к сожалению. При выздоровлении от зависимости от алкоголя мы говорим не только об отказе от алкоголя, но и о том, чтобы проработать опыт, который привел к употреблению алкоголя, и попытаться изменить свою жизнь. Это тяжелая работа на протяжении многих лет. Да, на протяжении многих лет. Что чувствует человек, пристрастившийся к алкоголю? Многих из нас окружают люди с этой проблемой, иногда очень близко, в семье, среди друзей, не так ли? Почти у каждого есть или был в ближайшем или отдаленном окружении кто-то с зависимым поведением, то есть ситуации, когда что-то берет над ним контроль. В данном случае речь идет об алкоголе. Наркомания — сложная и многофакторная тема, однако дело в том, что это заболевание приводит к необратимым изменениям в мозге. Многое зависит от индивидуальных факторов и факторов окружающей среды, предрасположенности и чувствительности. Для целей нашей подачи информации я сделаю некоторые упрощения. Давайте попробуем ответить на некоторые вопросы, чтобы было легче для понимания. Итак, почему мы вообще позволяем возникновению зависимости? Во-первых, это процесс, развивающийся по мере повторения определенных действий. Не каждый человек, употребляющий алкоголь, станет зависимым, но это не значит, что он сможет пить без последствий. Все сводится к работе нашего мозга, который, если говорить очень просто, стремится чувствовать удовольствие. А удовлетворение потребностей связано с вознаграждением, конечно же. Более того, наградой является также перенесение боли и страданий. Какие именно страдания могут подтолкнуть человека к объятиям алкоголя? Источником этой боли и страданий может быть повседневное существование, стрессы, отношения в семье, на работе, политика. Кроме того, мы живем во времена, отмеченные еще одним годом пандемии, войны, инфляции и ее последствий. Мы живем в постоянном напряжении, и нам не хватает оптимистического видения будущего и хороших
перспектив. Мы также страдаем от расстройств настроения, проблем со сном, эмоций, одиночества, неуверенности в себе, в конце концов, чувства угрозы, перфекционизма и других внутренних состояний, с которыми нам трудно справиться. Вдобавок ко всему, нас перевозбуждает информация, которая быстро меняется и к которой у нас есть свободный доступ. Просто достаньте телефон. Каждый день приносит сотни новых возможностей, удовольствий и неприятностей, конечно же. У нас постоянно присутствует ощущение, что мы должны действовать и выбирать. И когда мы это делаем, появляется больше вариантов выбора, и все начинается с самого начала. Всего у нас слишком много, и это создает не ощущение изобилия или благополучия, а состояние постоянного напряжения, перенасыщения, угрозы и постоянной необходимости делать выбор. Между тем наш мозг запрограммирован избегать этих страданий, чтобы мы могли выжить. Удовольствие, которого он желает, дает ему чувство безопасности, тогда как его потеря представляет собой угрозу. Поэтому, когда мозг посылает сигналы о том, что он чувствует угрозу, протаренные и повторяющиеся тропы удовольствия говорят нам: ищите облегчение. Тут все и начинается. Алкоголь — это наркотик, который обеспечит его быстро, хотя и не без последствий, подчеркиваю. Выпив его, чувствуешь себя легче. Напряжения нет. Вроде бы все хорошо. Почему? Алкоголь меняет работу человеческого мозга. Это приводит к тому, что гамма-аминомасляная кислота, тормозной нейромедиатор, перестает работать, и на первый план выходит бушующий дофамин, который повышает наше восприятие мира. После употребления алкоголя реальность становится радужной, исчезают ограничения, усталость, напряжение, появляется такая приятная стимуляция, смелость. Мы хотим ее сохранить, поэтому наливаем ее в кружку или стакан все больше и больше, все чаще и чаще. Со временем возбуждение исчезает и наступает тормозная фаза. У нас возникают проблемы с речью, с сохранением равновесия. Мы теряем контроль над тем, что происходит с нами и вокруг нас. Давайте постараемся не использовать термины «алкоголик». За 40 лет во всем мире от этого отказались в пользу термином «человек с зависимостью» или «человек, злоупотребляющий алкоголем». К сожалению, этот факт также широко игнорируется в сфере профессиональной психотерапевтической помощи. Термин «алкоголик» — это значение, данное движением самопомощи анонимных алкоголиков. И только там использование этого термина имеет смысл и соответствует философии борьбы с болезнью. Между тем, в общепринятом понимании это просто стигматизация. Это говорит о том, что это часть человека, элемент, который его определяет, а не болезнь, с которой он борется. Следовательно, человек с зависимостью или человек, злоупотребляющий алкоголем. Об этом стоит помнить. Кажется, что при алкогольной зависимости это удовольствие отходит на второй план, и важнее становится что-то другое. Итак, пути мозга получения выгод, удовольствия и мотивации к вознаграждению имеют явное преимущество над рациональной, тормозящей частью. Особенно когда алкоголь перестает действовать, и мы сталкиваемся с синдромом отмены, то есть пресловутым похмельем. Это очень неприятные недуги, как физические, так и психические, такие как снижение настроения, повышенная тревожность или страх, а также все симптомы, от которых человек пытался уйти с помощью выпивки. Стоит помнить, что помимо стимуляции и вознаграждения, обеспечиваемого алкоголем, существует еще и бегство от наказания. Образно это можно объяснить в
температурной шкале. Если благодаря выпивке мы перейдем от минус 20 к нейтральному нулю, а затем от нуля к плюс 20, когда мы почувствуем силу и свободу действий, нам захочется сохранить это и, конечно же, повторить. Итак, человек тянется к бутылке, несмотря на последствия. То есть вышеупомянутый синдром отмены. Это может длиться 1 или несколько дней. Важно то, что это не только больше не является препятствием для продолжения употребления спиртного, но и облегчает эти недуги. И я говорю не просто о цеплянии, а вообще о вредном способе снятия напряжения употребления алкоголя. Иногда спрашиваешь у пациентов, помнят ли они, что они чувствовали, когда у них было похмелье. Редко кому хотелось оставаться в этом болезненном состоянии. Очень часто возникало огромное желание снова выйти из минус 20 на уровень плюс 20. Так работает зависимый мозг. Автоматизм. Наезженное и написанное заглавными буквами «награда и удовольствие» против скуки, нормальности и неудовлетворительного вознаграждения за удовлетворение других наших жизненных потребностей. Конечно, я здесь использую грубые упрощения, но зависимость – это не что иное, как привычка, только та, которая нам вредна. Запомните это. Итак, можем ли мы сказать, что для зависимого человека мир без алкоголя кажется невыносимым? Более того, что это еще хуже, чем до пьянки. Да, пьянство, похмелье и последствия употребления алкоголя приводят к накоплению финансовых и эмоциональных проблем. Возрастают проблемы с выполнением жизненных обязательств родителя, сотрудника, начальника, друга и так далее. Отношения с людьми становятся все сложнее, а иногда даже хуже. Кажется, что человеку не хватает жизненных навыков, чтобы противостоять проблемам. Человек с зависимостью, а точнее его разрегулированный мозг, не видит выгоды от удовлетворения жизненных потребностей и говорит себе: «Я не вижу этот мир до конца, а если и вижу, то он серый и неприятный». Восприятие у такого человека разрегулировано, и тянуться к стакану помогает, по его собственному мнению, все это пережить. Для него это способ быстро регулировать не только эмоции, и ни о каком выборе здесь уже не может быть и речи. Это принуждение, автоматизм и подчинение. Даже мысль о том, что, например, в ближайшее время он сможет выпить наконец. На такого человека влияет даже сам вид бутылки на столе или в рекламе, или атмосфера в пабе. Мысли и в конечном итоге жизнь начинают концентрироваться главным образом вокруг полного стакана. Да потому что человек хочет выпить. А окружающие начинают замечать, что что-то не так, и начинают реагировать. Зависимый человек все чаще задумывается о том, как добыть алкоголь и как принести его, например, домой. Он планирует, что нужно сделать, чтобы он постоянно был под рукой, и можно было его выпить, пусть даже тайно, а затем, как и когда, вынести пустые бутылки и куда же их выбросить, чтобы не вызвать никаких подозрений. Но это поначалу. Дальше это входит в привычку, или как и должно быть, или «а что здесь такого? Ну, немножко выпил, потом еще немножко». Организация жизни вокруг выпивки предполагает и подбор друзей, с которыми можно было бы выпить вместе. Это касается в первую очередь мужчин. Среди женщин чаще преобладает одиночное пьянство. Ведь алкоголь не оставляет места для других вещей, обязанностей, интересов, отдыха, семьи. Алкозависимым людям всегда без алкоголя скучно. Они не знают, чем себя занять, не видят смысла жизни без выпивки даже, если некоторое время не пьют. Ура! Казалось бы, но проходит некоторое время, и алкозависимый человек снова начинает тянуться к алкоголю. Увы.
Некоторые люди тянутся к алкоголю, чтобы справиться со страданиями и болью, связанными с расстройствами настроения, расстройствами сна или диагностированными заболеваниями. А при зависимости тяга к рюмке не укладывается в категории «хочу» или «не хочу пить». Речь скорее о том, терпима и возможна ли жизнь без алкоголя. И что это значит для этого человека? Это один из главных вопросов, которые доктор часто задает пациентам. Зачем и как бы вы жили, если бы не было бутылочки? Как вы видите эту жизнь? С кем вы сможете и не сможете справиться? Какими вы представляете себя через несколько месяцев, год, 2 года? Терапевтически и мотивационно речь идет не об использовании техник, связанных с угрожающими последствиями. Цель состоит в том, чтобы провести диалог, который поможет им осознать свои собственные потребности. Их удовлетворение будет различным для этих людей и дополнительно потребует приверженности и усилий, результаты которых не всегда будут столь удовлетворительными. Люди, отказывающиеся от алкоголя, думают, что теперь их жизнь кардинально изменится. И я хочу им ответить. Ваш образ чувств резко изменится, конечно же. Потому что не будет большого удовольствия, будет больше работы, больше усилий, особенно над собой. Вы будете смотреть на жизнь такой, какая она есть. Вы не будете пропускать такие события, как болезнь и смерть. А это все нужно пережить, но без алкоголя. Но взамен есть то, чего хотят многие из нас. Это свобода, осознанный выбор и удовольствие от возможности контролировать себя в собственной жизни. Причем жизни, не подчиненной импульсам, а умению с ними справляться. Иногда с лучшими, иногда с худшими результатами. Но это жизнь, и вам придется ее воспринимать такой, какая она есть. Но готов ли на это алкозависимый человек? Готов ли он трезво смотреть на жизнь без прикрас и воспринимать ту жизненную реальность, которая есть на самом деле? У обычных людей, не алкозависимых, часто возникает вопрос, ведь так человек становится как бы беспомощным, и это должно быть ужасно. Люди вообще жалеют алкоголика. Мало сочувствия, поддержки, не говоря уже о похлопывании по спине. Люди, которые борются, с зависимостью, скрывают много печали, страданий, сожалений и чувства непонимания. Они не понимают себя, не знают себя, много страдали и в детстве, и во взрослой жизни. Давайте также помнить, что мы не только недостаточно знаем об этом человеке или его болезни, но и когда мы живем в отношениях с людьми, употребляющими алкоголь, мы несем на себе свои собственные раны и неудовлетворенные потребности. Это очень тяжело, одним словом. Нужно ангельское терпение. То есть, понимаете, о чем я говорю? Страдают люди в семье, те, которые находятся рядом с алкозависимым от алкоголя человеком. Но эти люди, к сожалению, не все понимают это. Существует множество стереотипов, прозрения и насилия, которые мы используем по отношению к себе и друг другу. Окружающие часто говорят: «Ты выпил, значит, ты сделал хуже это самому себе». Конечно, поначалу все рады, что зависимый человек отказывается от алкоголя. Каким-то волшебным образом мы хотим, чтобы эти неприятные последствия, состояния, автоматизмы и поведение исчезли. Но повлиять на это может только сам зависимый человек. Да, и для него это очень непростая задача, потому что мы говорим не просто об отказе от алкоголя, а о проработке жизненного опыта, который привел к употреблению алкоголя. Речь также идет о попытке изменить эту жизнь, разработке нового плана и способах его реализации. Научиться принимать тот факт, что, например, у нас был плохой день, что мы чувствуем неуверенность в своей профессиональной ситуации, что отношения складываются не так, как нам бы хотелось. Это тяжелая работа на годы, работа, которая помимо усилий и времени требует еще и терпения, ведь не сразу все получается.
И к этому нужно быть готовым. Это не просто, но это того стоит, потому что за бутылкой другая жизнь уже. Зависимость и пристрастие к алкоголю, другим психоактивным веществам или поведению, вернее их воздействие и последствия, оказываются разрушительными. Они оказывают разрушительное воздействие на всю систему, в которой живет такой человек. Психотерапия, поддержка родных и близких рекомендуется и является необходимым условием для лучшей и здоровой жизни. Но в первую очередь, чтобы избавиться от алкозависимости, нужно желание самого человека и, конечно же, работа над собой, долгая работа, постоянная, не поддаваться никакому соблазну со стороны алкоголя. Заглядывайте хоть немножечко наперед, анализируйте свои действия и думайте всегда о последствиях. Стоит ли оно того? Нужно ли это вам? Возможно, и среди всех нас, обычных людей, будет меньше алкозависимых тогда. А я очень надеюсь, что информация была полезна для вас. Будьте здоровы, а кто выздоравливает, скорейшее выздоровление вам. Ждем ваших комментариев. Поделитесь своим секретом выздоровления от этой пагубной привычки, у кого она была. А я с вами не прощаюсь. До новых встреч!